Доброе, теплое утро из Таджикистана. Направляюсь я в сторону Душанбе из города Худжанда через перевал. Сегодня будет много-много красивых гор. Но самое главное, я должен найти ягнопцев. Кто такие ягнопцы? Ягнопцы – это остатки древнейшей сагдийской цивилизации. Их в Таджикистане насчитывается около 9000 человек. Это по всему Таджикистану. Вот именно в то место, куда мы едем, недалеко от реки Ягноп, в горах высоко. По данным исследований на 2019 год, Ягнопобед Мирзазот насчитал 18 благоустроенных селений, где живут ягнопцы. Это 65 семей и общее количество около 400 человек. Именно в долине реки Ягноп. Остальные села, они непригодны. К ним уже заросли дороги, тропы, вымершие поселения. Добраться в эти поселения не так-то просто. Вчера я узнавал у местных, говорят, очень тяжело будет, одному ехать не стоит. Нужно запастись едой, водой и бензином, так как это горы. В любой момент может пойти дождь, камни полетят вниз. И всякие плохие вещи происходят в горах. Впереди виднеются горы, значит, мы на верном пути. Дорога платная, уже 2 раза оплатил. Первый раз 4 сумони, второй раз 10. Машин не так много едет в сторону перевала. Может быть, есть еще какая-то дорога. Здесь уже прохладней, так как на вершине гор видно, снег лежит. Пока что поездка комфортная. Кафешек по пути встречается мало. Из 3 2 какие-то разрушенные, 1 рабочая была, но это на выезде из города. Пока тишина. Все зелено, очень много деревьев, садов и скотины, соответственно, так как много травы. Пришлось остановиться. Сначала подумал, что мне показалось. А нет, мне не показалось. Смотрите, здесь все цветет. Очень много. Получается, я остановился, а сзади идет девушка, она, наверное, испугалась. Ну, какой-то чувак в шортах. Здесь в шортах мало кто ходит. Выпрыгнул, цветочки рассматривает. А может быть и подумал, что я ей подарю. Тюльпанов очень много. Цветет и пахнет этот край. 3-й КПП, 35 сомани. Итого уже 55. Здесь уже прям очень свежо становится, и почему-то захотелось есть. Мне местные сказали, когда, Денис, начнешь подниматься в горы, аппетит будет разыгрываться. То, у меня уже очень сильно играет. Не смог не остановиться, потому что река постоянно вдоль дороги. Очень красивая. Хочется ее заснять. Здесь так свежо. Вы себе даже представить не можете. Если честно, когда подходишь к воде, здесь прям холодно даже. И опять же, следы человеческого присутствия начинают появляться даже здесь. Классно. Одним словом, хорошо. Вот видите, тоже вода пробивается. И тут товарищи водители накидали мусор. Жалко, жалко. Иногда попадаются лавочки, где продаются курт.
В принципе, больше ничего не продается, только курт. Очень много арчи, но эта арча, она не подходит для употребления в пищу. Вернее, не используется как приправа при приготовлении баранины в тандыре. Именно вот этот сорт арчи. Вроде бы подъем не сильно крутой, но чувствуешь какое-то кислородное голодание уже. Ощущается. То есть ты вдыхаешь, и тебе не хватает. Я помню, я один раз проезжал, это было очень-очень давно. Таджикистан, через перевал. Мы ехали с Таней. Это была ночь, и мы заехали в туннель, в котором не было света. Там были одни ямы, то есть пришлось остановиться. И стояла пыль. Вот у меня тогда какой-то панические атаки начались именно в этом туннеле. Я обратно, когда ехал, думаю, не дай бог в него заехать еще раз одному. Просто чувство страха непонятное. Только поговорили про туннель. Здрасте, я справлюсь, я сильный, я сильный. Здесь вот такая же вот история сейчас, она повторяется. Вроде бы отпустила. Сначала прям придавила. Все, спокойней. Эти местные умудряются здесь обгонять еще кого-то в этом туннеле. Он из-за того, что, наверное, невысокий, а плохое освещение, вот какая-то задымленность постоянно. Поэтому все это вместе. Сейчас спокойно. Вот прям первые 100 метров меня поднакрыло сейчас. Я уж хотел остановиться. У меня иногда мысли возникают. Лучше бы я на 300 километров больше проехал, чем через этот туннель. Ему конца края нет. Не знаю, какая его длина. Вот сейчас скорость 70 километров в час у меня. Я еду за фурой. Сначала хотел обогнать, потом не знаю. Но что-то машина легко пошла. Вроде спуск. Без напряга. Наконец-то. Свет в конце туннеля. Радуешься, как маленький ребенок. Еще один маленький туннельчик. Да, это тот самый перевал, по которому мы ехали. Порой вниз даже страшно смотреть. 2 метра от дороги. Потому что там очень и очень высоко. Недавно где-то вычитал, что в Таджикистане находится одно из крупных месторождений серебра. Одно из самых крупных. Что горы Таджикистана — это кладовая полезных ископаемых. Судя по отбойникам, их 1000 раз уже цепляли. Вот сейчас сижу и опять про этот перевал размышляю. Вроде бы много перевалов различных проезжал. Ну, блин, вот это чувство страха, оно здесь вот именно на этом появляется. Вдоль дороги очень много памятников. Видно, разбивались. Уже 6 на протяжении 2 километров попалось. Не мог не остановиться здесь. Все шумит, прохладно, тень. Позади меня вода. Вот как здесь не остановиться? Я даже не представляю себе. Здесь хорошо днем посидеть с компанией.
Здесь еще, мало того, что прохладно, они еще поливают, чтобы еще прохладнее было. Бабушкина шкатулка. Салфетница. Пластмассовая. Уксус всегда 70%. Прям мощный, конечно. Московская. Производитель Ивановская область, город Кинешма. Первый раз услышал, что там уксус делают. Не успел заказать, уже принесли. И такая вот лепешка. Лепешка, темные сорта муки, что ли. Вкусненько. На свежем воздухе все залетает. Я настолько увлекся едой, что забыл про съемку. Представляете, когда на улице плюс 40, какое блаженство находиться в таких местах. Здесь можно спать даже. Поел и спать. Здесь, наверное, специально стулья поставили, я так думаю. Потому что если здесь были бы курпачи, люди бы сразу на боковую, а стулья тебе не дадут этого сделать. Даже не хочется вставать отсюда. И еще, знаете, что я заметил? В Таджикистане, ну вот сейчас лето, в большинство салатов добавляют щавель. Такое интересное сочетание. То есть много заведений, где, если просишь свежий салат, обязательно будет щавель. Вот, наконец-то, вывеска появилась. Ягноб, 39 километров. Следуем стрелочке. Узнал у местных таксистов, что вероятность проезда на моей машине минимальная туда. Придется, может быть, такси брать. И от главной дороги, по-моему, часа 3, он сказал, чтобы до них добраться, 3 часа. Конечно, пугает очень сильно. Но цель нужно выполнить. Остановился купить водицы и спросить, куда ехать. И тут информация начала плыть. Один говорит, столько ехать, другой столько. Этот говорит, здесь повернешь, этот говорит, здесь. Интуитивно двигаемся. Свернул я с трассы, до Ягноба показывает 26. Опять же, вот сейчас остановился, разговаривал с местными мужиками. Я говорю, а сами ягнобцы где живут? Как-то непонятно. Я получил ответ. В общем, надо в ту сторону двигаться, а там уже на месте разберемся. Вариантов нет. Дорога вот такая вот. Местные дядьки сказали остановиться здесь и посмотреть водопад. Представляете, насколько мощная эта река, насколько сильный этот поток воды. Он просто выдалбливает здесь все. Красотень. И вот где черные вот эти следы, сказали, что чуть ниже раньше был кишлак там, но потом горы обвалились. И кишлак закончился. Здесь рыбы нет. Это очень странно. Я спросил у них, а почему? Говорят, типа, из-за того, что
уран добывается где-то. Может быть, из-за этого. Красота. И еще я обратил внимание, что вот этот вот камень, он как металл блестит. Представляете, он какой скользкий. Или здесь раньше столько воды было. Ну, он прям шлифованный. Через очки смотришь, как будто это медь. Горных козлов здесь должно быть много. Что, а природой Таджикистан богат. Здесь все очень контрастно. Мощные ресурсы у этой страны. Ворота в кишлак Анзоп. Сейчас шли девочки. Спросил у них, названия нету, спрашиваю, как называется кишлак. По-русски они ничего не поняли, не ответили. Спросил по-английски, сразу сказали. Вот так вот. Все держат скотину. Очень много вот таких вот избушек из камней. Мне нужен местный по-любому, потому что дальше я не проеду. Даже не знаю, куда ехать. Здесь уже навигатор точно не работает. Из этого кишлака еще километров 30 мне ехать. Здесь живут таджики. Там еще, по-моему, 2 кишлака впереди. Там тоже таджики, а вот ягнопцы именно начинаются от Ягнопа. Не знаю, доберусь я туда. Кто говорит поднимешься, кто говорит не поднимешься. Они на меня так смотрят здесь. Куда, думает, едет, что номера-то не местные. Тут я не думаю, что так часто мелькают номера других стран. Здесь тепло, вот здесь тепло. Вот километр вверх снег лежит. Это сарайчики для животных. Скорее всего, для мелкого скота. Для баранов, коз. Ехал. Останавливаюсь, спрашиваю, сколько я. Опять 30. Вот цифра 30, она просто не меняется. Далеко, конечно, до цивилизации. Очень далеко. Так, не дай бог, какое-то заболевание или приступ. Даже не представляю, кто сюда поедет, какая скорая. Это просто нереально добраться. Только вертолетом. Ну, навряд ли скорый вертолет сюда полетит. Слишком дорогое удовольствие. Реагирует на вызовы. Постоянно в гору поднимаемся. И самое интересное, что час назад я был намного ниже, и вот снег рядышком, и я все поднимаюсь, и снег вообще не меняется, расстояние до снега. И снег становится все выше. Обман зрения, иллюзия. Sony PlayStation, вейпы, модная жизнь. Вообще не про это место. Да и кому она нужна здесь, эта модная жизнь? У меня был случай, один раз я в горах Таджикистана, в другой стране страны, сломался. Не очень приятное чувство. Вот про этот склон они мне говорили, что очень круто здесь. Лучше, говорить, на джипах двигаться. Но джипа нету, поэтому довольствуемся тем, что есть. Ну, даже кого-то догоняем. Скорее всего, эта машина
по-любому груженная людьми и товаром, продуктами везут в деревню. Опасненько здесь. Представляете, это снег. Это ледник. Он тает. Увидел с одной стороны, но не увидел с другой. Это прям плотный снег. Вот вам и разница в климате. Где-то абрикосы, где-то снежок. Сейчас проехал над таким козырьком опасным. И самое интересное, что там такая, знаете, как слоеная печенька. Видно, что кусками прям отваливается. И висят кусочки. Килограмм по 500. Дорога терпимая. То есть ехать можно. Если, конечно, дождь, грязь, все. Тут только Нива или УАЗик. Или джипарик какой-нибудь. Неужели приехали? Должны проехать. Вот такие штуки очень опасные. Вот когда камень большой, еще нормально. Вот под ними бывает, знаете, такой машина может врюхаться и все. И все. Вот в такую штуку я один раз и попал. Ну так-то и просто, оказывается, до Ягнопцев добраться. Выше поднимаемся, вода становится чище. Чище. Национальный природный парк Ягноп. Контроль-пойнт, пропускной пункт номер 1. Я так понимаю, здесь начинается парк. Ну и какой же парк без речки? Все блестит там. Можно сказать, подумать, что вода тает, но есть камни, которые такие на возвышенности находятся, и они тоже блестят. Значит, это не вода, это какая-то слюда. Временная остановка. Увидел людей, они меня позвали, угостить чаем хотят. Один чуть-чуть говорит по-русски, другой нет. И вот этот дедушка, который говорит, объяснил мне, что это
слюда. Вот все, что здесь блестит, это слюда. В общем, там есть что-то металлическое, поэтому этот блеск придается. Я так понял, что это пастухи здесь живут. Спрашивают, не боишься ты ехать здесь? Я говорю, да кого бояться? Это чай. Ну, это горный, да? Это местный чай. Ну, как обычно, лепешка за столом. Что-то из риса разваренное. Спасибо, я сытый, честно. Я чай вот попью. Здесь кайфуют, короче. И уже вода в реках здесь прозрачная, чистая. Не то, что вот там течет мутная, а прозрачная. Временный дом в горах. А это склад? Что-то здесь гудит. А, газ. Думаю, что ж гудит. Это душ будет. Это Чупан дом, да? Да, Чапан. Чапан, извиняюсь. Слушай, ну блин, сюда привезти цемент, вот это все построить. Она как цемент возит? УАЗик? Машина. Или КамАЗ? КамАЗ тоже тут идет? Странно. А, ну вот как электричество здесь получают через солнечные батареи. Электричества здесь нет. Приспособились. Узнал про горных козлов. На этом склоне их нету. Они больше вот здесь. Ну туда, короче. Там находится много. Один из них на меня очень так пристально смотрит. И я начинаю нервничать. Это на самом деле шутка. Для него просто ново увидеть здесь. Представляешь, ты живешь не то, что в городе где-то, а ты живешь в таком месте, куда просто тупо не доберешься. И тут какая-то Лада Гранта вылезла с белыми номерами. И чувак в шортах непонятный с камерой бегает. Здесь такая тишина, здесь так тепло. Прям как прям тепло, реально тепло. А, ну Будешь петь? Да, конечно. Буду. Зеленый буду. Это не горный чай, это зеленый чай. Это такой это он. В общем, формы такой непривычной немножко. Сейчас приезжала машина, и вот этот старичок тоже зовет на чай. То есть все, кто вот проезжает, он всех зовет на чай. Здесь, короче, чай это как приветствие. Это, ну, я так понял, ты обязан поздороваться и пригласить к столу. Отсюда сказали, километров 13 еще ехать мне. Ну и типа самое страшное я проехал. Вот здесь вот. Здесь должна быть дорога немножко получше быть. Я думаю, что с наступлением осени ты отсюда не выберешься. Когда здесь все это размывается и грязь. А зимой это все, кишлак заблокирован. Кишлаки, вернее. Только на снегоходе на каком-то подняться. Больше ты отсюда не выйдешь. Я просто уже был в таких кишлаках. Наконец-то впереди виднеется кишлак какой-то, я вижу. Там немного домов. По идее, этот кишлак можно назвать самым опасным. Потому что всю дорогу ты едешь вдоль обрыва.
абсолютно всю дорогу. Это очень страшно и напряжно. На большой машине даже как-то... Я даже не представляю на крузаке 200-м, вот там, где узко, как ехать. Он большой, проходимый, но с его массой, блин, прям по краю едешь. Долгожданный мост. Самое смешное, если это не этот кишлак. Я надеюсь, что это он. И опять в гору, в гору, в гору. Ну, так как мне эти старички сказали 13 километров, по идее, в принципе, я их проехал. Я думал, даже быстрее их проеду, чем получилось. Машина постоянно на второй скорости. Вторая, иногда третья. Что-то тут интересное. Я так думаю, что это провод, который идет вниз. И там, скорее всего, находится мини-ГЭС, от которого питается кишлак или пару-тройку домов. Здесь тоже раньше жили люди. Но теперь все, эти дома разрушены. Очень старый кишлак. Вода уже здесь льется спокойнее. Когда себе он домик двухэтажный построил. Здесь тишина. Живешь, получается, возле неба практически. Так, ну нам, я так понимаю, дальше нужно подниматься в гору. Когда смотришь ТВ-передачи, они же, прежде чем снять материал, приезжают, договариваются. Ну так все легко. Ты вот едешь, сейчас представляешь, заезжаешь в кишлак, ты вообще с другой стороны. И они на тебя вот сейчас будут смотреть такими глазами. Первое. Типа ты кто? Вообще туда ли я поднимаюсь? Подъехал к домам. Тут вообще несколько домов всего. И женщины, они не понимают. Я уже, по-моему, на всех языках, на каких можно, сказал что-то. Я говорю, хаджаин, мужчина, кто-нибудь есть здесь? Биг босс. Пока тишина. В общем, кого-то кричат снизу. Ну, здесь, конечно, жить весело. Просто на краю вселенной. Маленькие строения. И туалеты здесь тоже маленькие. То есть низкие такие помещения. Малыш или ходить не умеет, или ползает. Тяжелые условия. Поэтому, соответственно, такая же жизнь. В общем, мы на месте. Хозяина зовут Холл. Это дом, вы здесь живете? Да, здесь у меня жену брат живет. Ага. Мой дом это нижний. Там еще один И это дом. и зимой вот тут живете? Не холодно зимой здесь? Нет, Или топите? Топим, печь. Маленькие помещения. Вот. Да, чтобы теплее было, да, поэтому маленький. Чтобы топить легче было. Да. Зато карта висит. Ну да, здесь прохладно у вас. Получается, здесь школы нету. Здесь ближайшая школа в Анзобе. Это сколько километров? Ну, 30. 30 километров. И детей туда даете 5 дней в неделю? Нет, они там, когда каникулы приезжают. То есть это они по 3 месяца там находятся? Да. А вы к ним ездите смотреть, хоть как там, проведать? Да, есть. Я бы за 3 месяца с ума сошел, если бы ребенка не увидел.
У вас здесь интернет есть? Нет, интернет. Ну, интернет у нас антенна слабая, есть Ага. интернет. Хорошо не работает. Школы здесь нету. Детского сада здесь тоже нету, да? Нет, А больница? больницы там. Вот, Сами лечитесь. да, против вас машина ехал, черная Ага. машина мусор. Вот он, один женщина заболел, я забрал в Душанбе. Это он сейчас в Душанбе поедет. Да, Я просто читал статью, там написано, что всего 18 кишлаков, где живут ягнопсы. Или, Да, бо- да. или больше. Не, это точно, просто есть кишлаков, где никого нет там. Сейчас А, ну они живут. пустые. Да, А в 18 живут. Да, да, да. 18 кишлаков, где живут люди. Где там 4 семьи, 1, 2. Здесь в вашем кишлаке сколько Три. получается? 3 Четыре. дома. 4 дома. И все. 4 семьи, один там наверху, один вот здесь, один внизу я живу, а здесь наши. А следующий кишлак отсюда через сколько километров? Следующий кишлак, где вагон, вы не видел сейчас? Проезжал. Да, да, Там вот тоже 2 дома, что ли? да, да. Это еще один кишлак? Да. Блин, вы как-то... А вам... Вы живете просто так это? Вам не проще было все вместе жить? Или так неудобно? Можно, просто земля здесь мало, поэтому каждый что ли. Там, Ну да, земли здесь мало у вас. траву Совсем. какие-то. А, то есть Поэтому- из пастбищные какие-то Да, угодья, да, из-за этого селитесь там, где удобно. Каждый, Разговаривают здесь все на сагди. да, да, А таджикский вы понимаете язык? да, конечно. То есть если вы приезжаете туда на таджикском, Да, на таджикском. здесь на сагди. А есть какие-то книги вот на сагдийском у вас? Да, если здесь должно быть. Но эти журналисты приехали, там переводы есть, туда-сюда, все, книга есть. У вас также паспорта у всех, документы, Да, все да, есть? да. Ну, раньше не было, когда дорога не было, здесь никого документов эти не было. А как вы зимой отсюда выезжаете? Зимой Там же страшно, мы там 5-6 месяцев вообще мы не ездим никуда. закрыто все, Не закрыто, можно ехать, но опасно. тяжело, да. Вот в сентябре там картошку собираем, и много сажаем картошки. Собираем там 15-10 тонн картошки, продадим. На год мука, вот эти макароны, всё. Масло, сахар. Да, купим на год. И уже у нас почти год живем, вообще в магазин не ездим, ничего. Получается, вот сейчас в этом кишлаке 4 семьи, вы все родственники. Да, да, И туда дальше тоже все родственники. да, они тоже русские. А вот основной заработок здесь какой у людей? Скотоводство. И скотоводство, и вот насчет картошки. Картошка. Да. А можно посмотреть картошку какая у вас? На вид? Или уже нету ее? А сейчас это нету. Не закончилось, да? Да, да, Красная, наверное? да, красный круг. А есть такие жилки там красные внутри? Или нет? Нет. Некоторые есть там внутри красные такие Про- жилки. Я просто знаю, что эта картошка очень хорошо ценится, она Да, очень да. вкусная. Я, честно, очень рад, что добрался. Не жалею ни грамма, что я сюда добрался. Люди честные, открытые, в голове. Я не думаю, что там вообще есть что-то плохое. То есть тут цель тупо выжить, заработать на картошке какие-то деньги, продать ее и прожить сезон. Это как называется? Каймок. Каймок. Ничего себе. Я первый раз такие лепешки вижу. Размер. Это одна или две? Диаметр этой лепешки. Ну, я не знаю сколько. 60, наверное, сантиметров. Хозяин говорит, можно воды попить? Он говорит, никакой воды, только дастархан и чай. Карта Таджикистана. А вот там вот карта мира. А ведь здесь зимой
Очень холодно. Здесь такие метели. Снега по 2 метра бывают. Ты вышел, накормил скотину, зашел, убрался, сено там подтащил. И весь день вот так вот сидишь. Весь день сидишь. Я думаю, что здесь даже стиральной машинки точно ни у кого нет. Стиральная машинка здесь вот ручки женские. Ну, здесь зато выгодно. Если свадьбу играешь, 4 человека. С этого кишлака 4 с того пришло, много не надо. А русский откуда знаете язык? Я учился в Душанбе. В 2000 году я здесь жил. Раньше я в городе жил. А я, если честно, я ехал сюда, я переживал. Думаю, сейчас, если в том кишлаке уже тяжело разговаривали, я думаю, здесь все, пиши пропало. Спасибо, спасибо. Все много не ломайте. Спасибо большое. Сами тоже пейте. А вы чем-то занимались сейчас, да, я вас отвлек? Не, я думал, телевизор смотрю. А, телевизор есть все-таки. Да, да. Тянет электричество, хватает? Да. У меня антенна параболическая. Вот в канале футбольный канал болельщик. Связь с внешним миром есть вообще? Да. Сотовая связь есть? У вас в реках есть рыба? Нет. Нету? А из-за чего? С чем это связано? Не знаю, с чем связано. Нет, вообще Никакой. нет. Это вот очень, конечно, тоже мне странно. Просто я внизу там спрашивал, они говорят, из-за того, чтобы уран есть, Да. Вот из-за я этого тоже так слышал, что рыбы нету. уран есть, это что, поэтому нет. У вас магазинов здесь вообще нет? Нигде. А как вот, например, как часто вы вообще вниз спускаетесь вы туда? Ну, когда что-нибудь надо будет, спускаемся. Сейчас дорога уже почистили, машины ездят, звоним, какой-нибудь машина Ягнаба есть, там, который в магазине работает, их номер есть телефон. Звоним, например, надо что-нибудь дома, они отправляют. Я как раз смотрел интервью, а правда, что вы своих девушек выдаете замуж только за своих? Или уже можно? Не можно сейчас. Без проблем. Раньше это так. Сейчас везде, кто приезжает, или отсюда невестка забирает, или мы ездим. Наоборот, это счастье, чтобы отсюда уехать. Да. Вот сейчас уже поколение, которые сейчас замуж выходят, они стараются или в Душанбе выходить замуж, или в Зафарабаде. В Зафарабаде тоже судицы. В 69 году, когда отсюда переселяли туда. А для чего переселяли? Ну, здесь сказали, толка нету от вас. Там хлопку сажали. А, из-за хлопка, Да. чтобы хлопок собирали? Да. Ну да, я читал эту историю, и потом втихаря люди начали сюда возвращаться. Тяжело там якобы было жить, Да. из-за того, что здесь прохладный климат, Да. а там слишком жарко. Да. Но вы реально себя плохо чувствуете внизу? Не, например, это когда раньше отсюда отвезли туда, они действительно плохо себя чувствовали. Потому что первый год, когда всех туда отправили, там 500 или 600 человек умер. За год. Дети, молодые, все взрослые. И дети тоже? Да, от этого климата или от чего умерли, они никто не знает. Это вот за год столько человек сразу умерло? Да. Первый год, когда отсюда прислали туда, потом некоторые обратно сюда приехали. И второй раз тоже их забрали. Когда третий раз некоторые из них обратно приехал сюда, больше не сказали. Пускай живут. Малыш смотрит сюда. А он ходит? Нормально? Нет, у него ноги как-то не работают. У него проблемы с ногами? Да. Ему 4 года или 5 года.
А, ему 4 года уже? А он разговаривает? Быстро разговаривает, все понимает. Не ходит, да. Ну, это получается, его даже и в школу не отдашь, да? Это всю жизнь он теперь здесь будет. Это сын ваш? Нет, это вот этого сына, который здесь один парень живет, его сейчас нет отца. Там не работает. Очень интересует меня, какое у вас национальное блюдо? Шакаров, Шакароп? да, круто, шакаров. Шакароп это салат. Да, шакаров, салат с маслом. Ну, это я знаю блюдо. Крутов делаем много. Это вот национальное... Это по праздникам или как вы делаете? Вот? Не, по праздникам чанголи делаем. А это что такое? Это вот лепешка фатир, если вы видели, фатир Ага. есть, его ну, на этот национальный табак, говорим, деревянный. Ну, ляган Да, на да. тарелку большую. Он деревянный, туда фатир бросим и масло сливочное. Ну, это как курутоп получается. Не, не, там ничего больше не добавишь. А, только лепешка и масло и все? Да, это топленое масло. Все, понял. И все, начинает его. А плов? А плов делаем иногда. Не каждую неделю. Не, не. Так, а из первых блюд это какая-нибудь шурпа, да? Шурпа, да. Ну, в принципе, плюс-минус она, кухня пересекается. Да, да. Плюс-минус пересекается. Кроме здесь один это есть язык. Наш язык, таджикский, друг друга не понимают вообще. А вы мусульмане? Да. А мечеть у вас есть? Здесь, ну, аварийный есть. А, старый уже. Старый, да. То есть каждый дома молится. А пятничный намаз тоже каждый сам по Не, себе. Пятничный намаз у нас никто Не бывает. не. Вот 5 раз в день читаем молитву и все. Так не собираемся где-нибудь там пятницу, чтобы молитву читали. Все, я понял. Скажите, пожалуйста, на сагдийском, как будет «Я гражданин Таджикистана»? Ман Таджикистане одами. Это даже я понял. Ман это я, Таджикистан, Одам. Одам человек. Это сагдийский вот такой. А как будет тогда, как уже я слово знаю, добро пожаловать по-сагдийски? Хуш авоты. Хуш омаде, не хуш авоты. А, хуш авоуте. То есть первое слово все равно оно Да, да. похоже. А мясо как будет по-вашему? Йота, Йод. А по-таджикски? гуш, Гуш. Йота и гуш. А яблоко? се. Похожее слово. То есть они пересекаются все равно, да, где-то? Да. Есть. Некоторые. Ну, здесь нету ни яблока, ничего не растет. Здесь вообще что произрастает? Картошка, огурцы, наверное? Нет, если на парнике можно, огурцы, там, помидоры. Только картошка. Да, да. Ни перец, ничего другое не растет. Не, А из фруктов что здесь? Абрикос? ничего нету. Вообще тоже. Ну, бывает, можно его сажать. Никто не делает. Один старик вот там, шлаг возле дороги, у него есть абрикосы. Зимой здесь сильные морозы? Да, сильно. Какой бывает самый минимум? Ну, Максимум, то есть? в этом году где 25 градусов. Минус 25. Да. В прошлом году 32 сами. Да. У вас как в России. Да, да. У нас такие... Климат одинаковый. Я в Москве же работал. Вот, например, у нас в апреле начинаем там сажать картошку. Там тоже я в апреле у хозяина дома работал. Там тоже картошку сажал. Это морковку сажал. Здесь тоже можно морковку тоже. Ну, у него работы много.
времени нет. Поэтому. Есть такие, кто возвращается сюда? Или наоборот сейчас уходят все отсюда? Ну, некоторые уезжают, некоторые Ну, приезжают. с каждым годом население меньше становится, да? Да, да, да. У кого более-менее запас много становится, Душанбе там дом купит. Ну, не город, а кишлаке там. Поближе к цивилизации. Поближе, да. Ну, а этого мальчика не показывали? Показывает. Слечить надо. Да, да. Вот, например, американцы, не знаю точно откуда они были, приезжали, увидели, посмотрели, у них разные аппараты были. Говорят, внутри ничего у него такого нет. Только, как его... В суставе проблема? Да, да, да. Только суставы ног болят. А это его мама была? Я так понимаю, женщина? Ну, нет. Нет? Его мама другая. Это хозяина второй жена. А у вас две жены рядом живут? Да, в одном комнате. В одной У вас здесь к этому нормально относятся, да, многоженству? Сколько можно у вас здесь жен иметь? Ну, у всех, почти у многих, у кого есть, по две есть. По две жены. А они между собой не ругаются? Ну, иногда ругают. Женщина все равно ругает. Ну, то есть здесь это они... Блин, ну, я просто знаю, что, например, много катаешься по мусульманским странам, там, вторая жена нервничает, когда первая есть, а здесь у вас, я смотрю, более спокойно. А вот если свадьба у вас проходит, сколько человек на свадьбу приходит? 4? Не, раньше всех шлаков звали, там 50 или, Человек. да, или 80, или 100 самые больше. А когда летом свадьбу, да, у нас в родственниках в Душанбе, за Фарабате много, собираются человек 200. Сюда вот. И где вот в этих, вот прям здесь играете свадьбу? Да. Столы, стулья. Где по домам каждой комнате заходят. Там молодые отдельно, женщины отдельно. А, в разных комнатах. Да, Мужики старые отдельно. отдельно. Зашел разговор по поводу денег. Он говорит, если 100 рублей в кармане есть, они могут у тебя лежать 5-6 месяцев. И некуда потратить. Здесь копят люди, да, деньги? Ну, Или деньги тут ничего не значит? не основно это бараны эти собирают. Да, если деньги будут, купят бараны, коров, быков. У всех много это. Скотины много. Да. Оттуда из города снизу приезжают, забирают. Да, да. Когда деньги надо, продадим. Когда деньги не надо, он наоборот, как в банке, да, это деньги много. Рожают, там, год-два уже 50-60 собирается. По сколько детей здесь в семьях? Ну, по-разному. Некоторые там 4, 5, 8. 8 детей есть. Вот один человек, Каш, Ага, наверху, 13. Вот эта женщина, которая сейчас села, ага. его мама рожала 13. Детей. Мальчики, девочки. Да, да. 7 или 8. Ну, она, получается, мать-героиня. Да, да. У нее, наверное, орден Это, какой-то, да? Раньше это мать героиня. А щас? А сейчас просто мама. Раньше у меня мама, у нас тоже 13. Вот. Тогда это Леонид Ильич Брежнев. Мать героиня, что давали, золотой. Звезда. Ну, это помогало как-то? Какие-то Конечно, льготы были? да, Соцпакет? Все. У нас налоги эти не были. Мы не давали налоги, там, за мусор, за воду не платили. А сейчас вы вообще за что-то платите здесь? Нет. Вообще не за что. И еще вот хотел узнать, вот эти участки, они официально за вами, документы или какие-то, или все на словах? Нет, это все на словах. Но когда наш президент сюда приезжал, сказал, вот, например, здесь жить трудно. Он прям сюда приехал, Да. Там, на вертолете, наверное, да, на вертолет, там внизу площадка, Ага. аэропорт, вертолет, все. И все
эти местных собирал, говорит, вы от налога, от этого, вот, лишь бы вы здесь жили, язык не потерялся. Например, кто отсюда езжал, там, за Фарабад или Душанбе, у них, например, у одного жена русская, у одного таджичка, а у одного узбечка, уже язык, у них дети не знают саудийцы. А здесь, которые остались, они знают. Например, у меня братья, двое из них в Москве живут, в Москве, они граждане России. Я ехал, у них работал, жена у одного узбечка, у одного таджичка. Их дети не знают, даже по-таджикски не могут разговаривать. А вы пишете по-сагдийски? Нет? У нас свой алфавит нет. А, то есть буквы такие, Буквы, как и в Таджикистане. Да. Ну, буквы таджикские, русские одинаковые. Да. Дети что-то там едят. А, я знаю, что. Кислая штука, да, вот это? Да. Я сейчас там одного подсадил охотника, он мне вот такую штуку давал. Он кекликов ловил. Меня оставляют. Говорят, не нужно никуда ехать в ночь. Дорога опасная. И сейчас идем, пытаемся найти человека, у которого есть WhatsApp, чтобы отправить смс, ну, чтобы не волновались. Наверное, останусь здесь. А утром уже поеду. Потому что эта часть нормальной дороги. А та нет. Вот с такого участка вот впереди сколько картошки будет осенью? Вот это, Да, примерно. мешков 30. Вот здесь 30 мешков. Это хороший урожай. Если вот тот большой земли, есть хороший урожай, там 180 мешков. 180 мешков. Здесь, в принципе, ледники тают, снега тают. Почва, в принципе, постоянно обогащается. Сверху вниз все перемещается. В общем, после моста 2 кишлака разговаривают по-таджикски, 4 по-сагдийски, потом туда дальше еще 2 по-таджикски. И нет такого кишлака Ягноб. Они по-другому все называются, но просто это общее название такое Ягноб. Все. Ягноб, где живут сагдийцы. Вот это раньше наша школа под Бельником. Раньше это сколько лет назад? Ну, до до вот этого, когда президент приезжал сюда, после этого уже там в 2015 году здесь жили все последний год. До 4 классов здесь учились. Ну а сейчас они внизу полноценно Да, учатся, да, 11 классов. Да, да. Была передача как раз вот про ягнобцев. Ага. И там американцы, по-моему, строили домик здесь Да, тоже. да, да, И вот этот домик снесло лавиной. Давно? да. 2 года назад. 2 года назад. Часто у вас лавины сходят? Ну, некоторые места часто, некоторые места за 10 лет 1 раз. Получается, это уже другой кишлак, Да, там другой кишлак. да, То есть кишлак это дом, по факту. да. В каждом кишлаке или 1 семья, или 2, или 3. Вот здесь вот тоже что-то было, да, я так Да, понимаю? это раньше. Я правильно угадал. Вот эти все дома. Все из глины и камня. Да, Тут получается по времени, да, сигнал есть? да, да. У нас же солнечные батареи. Ага. Уже солнце сядет. И в связи нет с кишлаком. Да, да, уже связь. А, вот как. То есть ночью нельзя позвонить никуда. Никуда не. 21 век.
на дворе. Это не пиццу заказывать в час ночи из суши. Мы просто спускаемся на километр ниже. Подняться для меня как будто в спортзал сходить сейчас. Для местных это вот так вот спустился. Интернет не ловит, но минуты мы все-таки нам выделили. Мы позвонили, чтобы не беспокоились, что здесь пока солнечная батарея работает. Усилитель или столб с антенной, он там находится высоко в горах, где снег. Получается, я 30 проехал, Да. и еще отсюда, где-то 20 километров, самый последний кишлак. Как он называется? Кирионт. Кирионт? Да. Где люди живут. А дальше Кирионт еще 2 кишлака, там нет никого. Ну, старый был. Дехбалан, Новобод и второй Новобод и Дехкалон. Там уже никто не живет. Нет. Там самый последний, где люди живут, это Кирионт. Много? Ну, раньше 13 семей был, сейчас 2 или 3. 2 семьи. Все заброшенные дома. Да. Говорит, по 5-6 раз в день вот так спускаются. Мы полпути хоть прошли? Да. Да? Я говорю, лучше бы на машине спустились. Просто мне круговой не. Да не, нормально. Так выглядит коровник. Тут он тоже из камня. Зимой коровам не холодно здесь? Нет. Нет? Ну и, соответственно, продукты жизнедеятельности собираются, потом формуются, сушатся и зимой используются как уголь, как дрова. Сушатся также на стенках. Такие стены довольно-таки толстые, я вам скажу. Мы почти поднялись, но еще не поднялись. Нам туда, да? Да. Конца края дороги этой нет. А здесь находится колодец, откуда набирают воду. Питьевую. Всегда здесь есть вода. И зимой, и летом. Да. А зимой тоже отсюда берете? Да. Не замерзает? Нет. Но это не нужно объяснять, что это такое. Это курт. Курут сохнет. Приготовили. Ну, в сетке, чтобы мухи, птицы. Ну, не мухи, птицы, чтобы туда не лезли. Собачки, суслики. И сколько он так будет сохнуть? Ну, пару дней. Пару дней. И потом на зиму его, Если да? солнце, да, за пару дней можно. То есть сюда ставится чайник, да? Железный. Вы можете руку там ставить. Ну, сейчас солнце уже это не так светит, поэтому чуть-чуть. Когда солнце... Это Ну, прям чуть-чуть греет. То есть он прям чайник нагревает? Да, да. За сколько времени? Ну, если облаков нету, можно за 10 минут уже 5 литров воду скипеть. Значит, кушать можно готовить здесь. Это тоже какая-то фирма американская помощь привезли. Я, честно, первый раз такой вообще вижу. Да. Вот реально. Первый раз. Даже с Душанбе приезжают гости. Удивляются. Да, они говорят, мы в жизни не видели такое. Есть там на продаже, а я тоже не видел.
на продажу. Молодцы. Так это склад? Да, Это мука или зерно? это зерно тоже. Зерно для скотины? Не, его тоже на мельницу муку дали. А, вы сами молите, да? И получается грубый помол? Нет, такой мелкий. Это, А, это покупная? да, покупная. Получается покупная. Вот у нас это спарет, аппарат. Утром. Мы увидим утром. А это что? Это тоже кладовка. Вот это чака. Круп. А, вот что-то капает. А много вообще кур-то заготавливать? Вы для себя или на продажу? Не, на продажу. На продажу? Я себе мало. Но этому шкафу Да, старинный. лет ого-го сколько. Да уж. Интересно, интересно. А здесь что такое? Это муку мы сюда раньше сыпали. А, потом амбарчик отсюда, такой, да? Да. Это тоже Ну все, принцип понятен. То есть вот это мукой забивали, а здесь нет ни мышей, ни крыс. не есть, но мало. И Вы кошки есть у нас. Кошки есть. Как появятся, сразу их поймаю. Те самые кошки. Семейный дом новый строят. Там, где машины. А как цемент вот вы сюда завозите? На машине. На какой? На легковой? Не, на вот порт или мост же есть. Просто как он там едет, там, блин. Ну, он не знает, что говорится. Вот у нас пьют так, где чай пьют постоянно. Вот волметр, свет там. Проверяем, да? Сейчас 180 бортов. Маловато, да? Да, чуть-чуть маловато. А от чего зависит это? Это от воды. От напора? Да. Чем больше напор, тем лучше. Вот это солнечные батареи. которые тоже- Это спальня? Спальня? Хозяин спальня. Ваш? Нет, это А, чужая. жену брат. Все, я понял. Это свежий, да, по нему видно? Да, да. Его видно недавно сделали. Они сами за ним приезжают, за Куртом? Или Да, да. вы отвозите? Не, приезжают сюда, спрашивают, есть, нет. Если есть, продают. Этот Курт без добавления муки? Да, да, нет, вообще ничего Чистый? не добавлено, да. Чистый, настоящий. В городе есть, которые муку добавят, они подешевле, их не берут никто. Муку добавить туда. А у нас чисто, без никаких этих, поэтому сюда приезжают. Самая тяжелая участь здесь у женщины, потому что получается весь дом, стирка, молоко, уборка за скотиной, вода, ну практически все. А мужики что делают? Мужики только едят. В общем, здесь выгоднее быть мужиком. Его с чем-то мешают? Нет, Нет, это чисто. Я просто видел, с углем даже мешают. а, иногда это на другом, у нас же нет угля. И сколько надо на зиму вот такого, Ну, чтобы вот хватило? это- Вот это на зиму. Вот замесуны çok kalkıyor. Hiç inanmıyorum. Зависимо от семьи, да. Семьи есть две плечи топлят, семьи есть
10 печь топят. Поэтому у кого как, много мало. Их семья большой. На зиму не хватит большой семьи этого. А это погреб для картошки? А вы прям просто ее высыпаете туда? И сколько туда влазить? Мешков каждый год 30-35. Просто вот туда высыпали и все, не надо лезть туда, Нет, раскладывать ничего. ничего. И не гниет, никаких проблем. Ну, есть там посередине один-два. Сколько она в таком погребе хранится? Ну, с октября месяц, да? Октябрь, ноябрь, 7 месяцев. 7 месяцев. Так, можно еще кухню посмотреть? Это летняя или зимняя тоже? Зимой только здесь лепешки готовим все. А летом и кушать готовим и лепешки. А вот тандырчики. Сейчас холодно. Холодные, да. Вчера лепешки готовили. Ну все, здесь вот очаг. Ну зимой в такой кухне холодно. Скотина возвращается. А вот эта шапка чья? Вот эта вот верхняя. А это один Пуштунка. афганец приезжал сюда, Ага. босс. Он когда уезжал, подарил хозяин. Полные молока идут, да? А сколько у вас мясо стоит? Мясо здесь 50 самани, 60 самани в Душанбе, 80-90. Растопили печь. Сразу стало тепло. Попробовал я вот эту вот штуку. Очень вкусная. Это, блин, это и не сметана, и не сливки. Это вот что-то среднее такое. Между сметаной и сливками, но вкусно. Очень такой, даже сладковато, могу сказать. Электричества хватает, чтобы телефон заряжается спокойно. Камера заряжается. Я представил себя здесь, вот если я буду жить, я бы, наверное, здесь не смог. То есть здесь нужно родиться, привыкнуть. Когда привыкаешь к большому городу, конечно, здесь суета тебя. Если все условия здесь сделать, все равно вот интернет, вода, заводишь. Это сейчас люди двигаются, ходят. Представляете, зимой просто сидеть, потому что на улице минус 25. До сарая. И то, что если мужики все это, женщины все это делают, мужику-то и выходить не нужно из дома весь день. Вот. Полгода на печи можно. Лето поработали, посадили картошку, ухаживают, собирают, продают, завозят материалы, привозят все. Все. Наступает 6 месяцев затишья. Интересно очень здесь. Народу раз-два и обчелся. Здесь лучше не болеть зимой. Потому что не доедешь. Или иметь супер джип. Но опять же, не в любую погоду. Даже при наличии джипа можно будет выбраться, если там сильный перемет. И лавины сходят, и камни падают, и сели, и вот все, что можно. И нельзя. Все происходит в горах.
Погода здесь такая непредсказуемая. Жизнь, конечно, своеобразная. Для многих из вас это неприемлемая жизнь. Это тяжелая жизнь. Но тот, кто родился здесь, они другой жизни, допустим, не видели. Поэтому для них это норма. И они рады по-своему. Мне объяснили теперь, как ловят кекликов. Вот в одной клетке у него был кеклик, которого мы увидели, а в другой те, которых он ловит. То есть он ставит своего, правильно? Да, посередине. Привязывает его Да, за ногу, да? за ногу привязывает. Он его- Посередине у него же в руках палка был такой. Угу. На палке, чтобы не убегал его на землю. Да, вокруг его жилкой. Ну вот эти петли ставит, делает. Да, да, да. И на звук приходят другие каклики и попадаются. С принципа. А что потом с ними делают? Ну, они убивают, продают. Как еда Да. или как игра? Не как еда. Деликатесное же мясо. Как. Угу. Поэтому они собирают их по 30, по 50 Штук. штук. Продадут за 70, 80 саманей. Одна штука. Да. Где если 10 поймать, 800 рублей, по 80 рублей. По 80 самани это получается меньше 1000 рублей. Какой-нибудь рублей 600, наверное, 700. А в день он сколько может поймать? Ну, смотря сколько будет ходить. Есть люди, например, пару месяцев идет, потом обратно домой. Если На 2 месяца уходит он? не, А. в день, да, например, приезжает в наш шлак, один ночь здесь спит, утром, днем там собирает, Угу. пойдет другой шлак. Потом, когда спускается за неделю, там у него может быть 40 или 50 или 60. В клет. Да, да. Все вот так вот. И потом, как деликатес продается. Да, да. Не как развлечение, где-то дом висит. Не. Чисто поесть для еды. Для продажи именно. Для еды. Спарили, у них территория своя отделяет. Например, у вас свой есть, как отвезете в его территорию, поставите, он начинает петь, а тот самец думает, бля, кто такой в мою территорию пришел, хочет мою самку забрать. И придет, хочет Драться. драться, попадет на это. Подрался. Да. Но их вообще много в горах у вас. Много. Еще есть куры в горах, которые... Куры? Да. Куропатки? Куропаты, да. По утрам они раньше встаешь, утром они свистят. А их как ловите? Но их ловить очень трудно. Их стрелять только, да? Да. А еще здесь есть снежные барсы. И очень много. Вы видели? Да, не, на фотографии видели, камеры, вот это американцы, везде штука, там 30 или 40 камер поставили. Фотоловушки. Да, фотоловушки. Потом их снимали, привезли сюда. Показали вам. Да, мы посмотрели, там горные козлы, волк, медведь, там снежный барс, все есть. Живность есть вся. Раньше, говорят, вот сюда вот спускались горные козлы. Но так как охотники начали их стрелять, они больше не спускаются. Там дождь идет? Да, по-моему, дождь. Что-то тучи сгущаются над нами. Часто у вас зимой снег идет? Ну, последние годы много нет. Раньше, да, много. Не каждый день? Не. Получается, что этот язык сагдийский, ягнопский, он существует до тех пор, пока есть жители. В письменном варианте его нету.
Книг нету, да? Нет. Книг нету. То есть вот вы носители, пока передаете, детям общаются. С последним носителем языка не будет. Летом свежее мясо хранится в стеклянных банках. Зарезали, забили банки, закрыли крышкой и в холодную воду и закрывают от солнечных лучей. То есть нужно тебе банку, открыл, поел. Но он тоже так долго же не хранится. Да, ну 25-30 дней можно. 30 дней Да. в воде в холодной. Каждый банк, я же говорю, если открываешь, придется за 2 дня его съесть. А сколько градусов воды, что она хранится столько дней? Ну, не знаю градус сколько. Я постоянно лично так говорю. То есть 20 дней может в банке. У вас выбирает девушка жениха или родители? Нет, девушка. Девушка. Это раньше родители были, сейчас уже спрашивают девушку, вот если хочешь замуж выходить, если девушка отказывается, никто- Родители не заставят. Нет, сейчас такого нет. Это раньше. Вот сейчас вот там вот девушка, она готовит. Это кто она? Дочка хозяина вот этого, вот этих 2 домов, 3. Вот она сказала, что она не будет продолжать жизнь свою здесь. Она уедет в город вниз. Устала она от такой жизни. Когда я к ним подхожу, он всегда глаза закрывает. Ассаламу алейкум. Сколько ему? Чор 4. Это я уже понимаю слово. Run, Dara, run. Дети меня что-то спрашивают, блин, ответить не могу. Очень сильно радует меня то, что камеры вообще никто не боится. Ни женщин, ни мужчины. Вообще не запариваются. Снимаешь ты, не снимаешь. No problem. Уши начинают мерзнуть. Холодает. Наверное, утром рано проснусь. Поеду потихонечку. Если бы я приехал пораньше, конечно, можно было бы вернуться. Но 2,5 часа как-то по горам незаметно пролетели. Спросил, почему никто не держит куриц. Говорит, что держал. Но собака умерла, и зимой лиса пришла, там 13 куриц подушила, убила. И все. И все. И нет больше яиц. Встречаем и провожаем стадо людей. Они на каком языке ругаются на баранов? На сагдийском. Это чье-то одно или несколько семей? 3 семьи. 3 семьи. Мой это хозяин это дома, что один вот точно. По 70, да, он кажется. По 70 баранов? Идемте, уже там она доит. Спешим на вечернюю дойку. Здесь еще холодней. Прям вот 10 метров наверх холодно становится. Держась вот так. Снять на ногам. Зайку здесь бали не Когда хан кугол приди. Не бойся. Идите, он начинает.
Здесь стены, мне кажется, метровой толщины. Мы вышли оттуда, я подсвечивал, и дверь закрылась. То есть женщина дует в темноте, в полной. Не знаю, может, корова боится света, потому что она на меня смотрела с такими ошарашенными глазами. Поужинали, а теперь можно и поспать. Время 10 часов вечера. Будильник поставил на утро раннее. Печка пока греется, там дышать невозможно возле нее находиться. Через 2 часа очень сильно становится холодно. Я попросил мне 2 лепешки оставить, если что, ночью подкинуть, на всякий случай. Ну и на крайняк, если уж замерзну, накроюсь курпачой. И сейчас пацаны показывали ловушки, которые американцы ставили здесь в горах. Так смотрю, как они заморачивались. То есть расставили по всем горам эти фотоловушки, засняли снежного барса, горного козла, медведей, волков. Прикольно. Спокойной ночи. Вот и подкралось утро. Если честно, я просыпался несколько раз ночью. Думал, ну все, будильник поставил на 4 утра, потому что люди должны вставать на молитву. Я думаю, все как раз искали, будет светать. Хотя время 4:20, но еще не особо светло, там опасненько еще, ну темно реально. На улице очень холодно. Для меня. Я вот замерз ночью. От того, что мне оставили 2 лепешки, я их разжечь тоже не смог. Потому что там все погасло в печке. Нужно было за хворостом идти, за мелкими дровами. Как неудобно идти, там шуметь во дворе ночью. Даже курпача меня не спасла. Несмотря на ее такую толщину. Сейчас вроде бы все. Вышел на улицу. Видно, что все просыпается. Там птички, жучки, паучки. Все это трещит. Очень тихо. И только внизу шум реки слышен. И все. И водопад. Не водопад, а мелкая речка, которая спускается с того склона мимо кишлака. Ну и то она летом пропадет. Эта речка. Иссякнет. На выезде увидел, где находится генератор. Вот в этом здании. Догнал я таксиста. Вообще с утра план был такой. Я выезжаю раньше, чем таксист, и еду. Но я запутался прямо перед таксистом и уехал в другую сторону. В другие кишлаки. Получается, пока было темно, я заплутал. Вот сейчас я его наконец-таки догнал. Ну, в принципе, толку нет от того, что он впереди меня едет. Если что-то случится, даже не успеешь не моргнуть. Он свернет за угол и все. Мало ли, по какой причине ты остановился. Ну, обратно ехать повеселей, конечно, уже дорога вроде бы плюс-минус знакома. Вот тот самый сложный момент там впереди. И теперь получается, я к обрыву ближе нахожусь. Если сюда ехал пассажирская дверь к обрыву, теперь я к обрыву. Это немножко смущает, на самом деле.
решил чуть-чуть поснимать, но где было очень круто, там как-то страшновато одну руку освобождать. Поэтому... О, баба Джон, ассаламу алейкум. Чихал чмо, нас, умитун нас. Как тебя зовут? Меня Денис. А? Денис. Да, Денис, пойдет к нам. О, диги чихал коро назохе? В общем, это Маля, эй, хайр. привет сыну передавали. Ладно, вам хорошей работы. Сейчас я секундочку покажу, что у нас тут происходит. А тут у нас происходит стоянка. Сейчас они тронутся куда-то. Оно мне не зря не нравилось. Я, конечно, здесь и сел. Вот про что я говорю. Мягкий гравий. Вот это для меня это было самое опасное место. Потому что ты, получается, отсюда должен разогнаться. А здесь уже все начинает под тобой двигаться. Если бы кто-то толкнул, было бы, конечно, сейчас хорошо. Сейчас дождусь, может, помогут. Сам я зарываться сейчас начну. Здесь еще просто расстояние между камнями некомфортное. Видите, вот она садится в этом месте. Хорошо, что я их обогнал. Вот прям чувствовал одним местом. Мощь природы. Сейчас вот было такое место, у меня аж сердце прям ушло туда, вовнутрь. Потому что, представь себе, щебенка, вот она под наклоном, и ты едешь, а тут обрыв, и ты понимаешь, что эта щебенка под тяжестью машины начинает двигаться вниз. И уже автоматически такой посматриваешь на дверь, когда едешь по этому перевалу, по этим горам. Вспоминаешь вот реально всех близких, маму, детей, жену. Потому что понимаешь, что в мгновение ока все может измениться. Впереди еще одна машина похожая. Ну, не могли меня они обогнать, потому что она шла сзади меня. Да, это похожая машина. Это другой водитель сидит. А вот теперь мы поближе рассмотрим какой-то Муссо. Я не знаю такую модель. И еще есть особенность. Несмотря на то, что твой кишлак находится в 40 километрах отсюда, когда ты спускаешься ближе к городу, с тобой будут все здороваться. То же самое ты делаешь. Естественно, я здороваюсь, они тоже здороваются со мной, но не понимают, кто я, но все равно. То есть не женщины здороваются, заметьте, а только мужики. Мужики всегда приветствуют друг друга. Женщинам, наверное, нельзя этого делать. Ну, не то, в общем. Только мужчины. Не дай бог сюда упасть человеку. Попробуем спуститься пониже. Вот туда бы попасть. Какая-то разработка идет. Надо умыться. Ух.
Она ледяная, это я даже... Лед, по-моему, теплее. Я бы в такой воде не смог, я бы даже ополоснуться в течение нескольких секунд. Это для моржей вода. Она очень холодная. Очень. Снег, вот он, снег тает. И буквально 300-400 метров и вниз. Вода чистая. В принципе, можно и пить отсюда, но когда ты видишь вот такие вот вещи, уже желание отпадает пить здесь воду. Потому что много мусора. Ну и последнее испытание для меня. Это реальное испытание. Я не знаю, какая длина этого туннеля, но света здесь нет. Километр я, наверное, уже точно проехал. Ой, неприятненький. Но, по крайней мере, чувство страха начинает пропадать у меня перед такими туннелями. Потому что чем чаще по ним катаешься, тем комфортнее себя начинаешь чувствовать. Некомфортно, когда вообще нет ни одной машины, и ты смотришь вперед, там просто темнота. В принципе, после Ягнопа туннель не проблема. В этом туннеле можно фильм ужасов снимать. Гроза. И туристы откуда-то едут. Тут видно иностранцы. По идее, я же тоже иностранец. Да, я иностранец. Сейчас я голодный иностранец. Я реально голоден. Все, дождик начался. Или он здесь уже давно шел, здесь все мокрое.